Итак, снова здравствуйте. С вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Baldur's Gate. Вот. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами завершили один из квестов, одно из заданий. Вот, это было задание найти в старом доме, точнее не в доме, а в доме одной гномихи ее вещи и принести их. Вот, мы это задание успешно выполнили, а также, как вы видите, почти закрыли карту Берегост. Вот сейчас мы продолжаем наше прохождение. Вот, первое, что я хотел бы сделать, это поднять уровень ИМН. Смотрите, оружейные навыки 0, а воровские навыки 25 очков мы можем потратить. Воровство мы трогать вообще не будем. Вот, мы будем трогать поиск ловушек на 10. На 10 бесшумность и взлом замков. Хотя давайте, наверное, пока ловушки у нас вряд ли будут, поэтому взлом замков на 35 и бесшумность на 45. Готово. Все, мы подняли уровень, теперь у нее немножко больше здоровья. Вот, и сколько же нужно нашему главному персонажу для поднятия уровня? Так, смотрите-ка. 1572, непонятно. Он, наверное, паладин, и он реже поднимает уровни. Ну, ладно. Неважно. Вот, мы сейчас находимся с вами перед гостиницей Красный Сноп. Это у нас горящий волшебник. А это, судя по всему, гостиница. Да. Надеюсь, что это так. Нет, это не так. Смотрите. А где же она находится тогда? Вроде бы здесь. Вот она. Просто здесь, видите, вход не очень очевиден. Карлат. Бьюсь об заклад, твой путь окончен. Пойми, ничего личного, но боюсь, твои дни на этой земле сочтены. Почему ты это делаешь? Я ведь не собираюсь тебе навредить. Насколько я знаю, тебе еще никому не удалось навредить. Но мне на это наплевать. Цена есть цена, а голова есть голова. И всякий раз, когда они встречаются, старый Карлат зарабатывает себе на жизнь. Я же сказал, ничего личного. Ну, вот, в общем, просто на нас сразу нападают. Смотрите, а ему так хорошо удалось. Он просто нас убил. Да, ребятки, это серьезное дело. Так, что я говорил? Взлом замков будет 35. Мощность будет 45. И поиск ловушек 40. Так, и давайте сразу пересохранимся. Да, еще что я хотел сделать, я хотел убрать из настроек значение клавиш быстрые слоты. Где-то это было, подождите. Вот здесь. Страница экрана. Смотрите-ка, они-то есть, эти клавиши. Ну ладно. Нам сразу к игре. Поехали. Будем пытаться еще раз. Охрана нас любит, кстати, есть. Давайте идем в защиту. Здесь идем в защиту. Защита на себя. Защита на себя. Первая будет просто стоять. Наша магичка будет магическую стрелять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Ну, он уже посерьезнее, как бы, видите, бой у нас. Дамаги, по крайней мере, наносит хорошо. Сына его убили. Отлично. Так, ну и как бы у него и экипировка получше. Земля этот не видит. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за письмо. Извещение о награде. Ну, это мы уже видели. В принципе, мы его можем выкинуть. Так, кольчуга. У кольчуги базовый класс защиты 5, здесь 4. Здесь 4. А у Джахира может ли его носить? Может ли она ее носить, точнее, кольчугу? Да, она может носить кольчугу. Отлично. Так, здесь везде кожаные доспехи. Ну и мантия путешественника. Так, по поводу камешков. Все камешки мы скидываем сюда. Так, заклинания все мы тоже сюда скидываем. Еще не награде. Еще одну тоже скидываем. Письмо Гориону. Так, хлам скидываем. Волование опознано. Тоже не опознано. Ладно. Так, бутылочки. Зелье ясновидения, основовидения и зелье неуязвимости. Давайте зелье неуязвимости. Что он там дает нам? 5 ходов, базовый класс защиты 0, улучшение с бросков плюс 5. Скалю бандита тоже выкинем. Так, что у нас здесь? Щит есть. Это тоже средний щит, правильно? Да. Так, у нас нет меча у нашего главного героя снова. Давайте поговорим с барменом, может быть он нам продаст меч. Так, ага, этот бармен ничего не продает, он только предлагает отдохнуть. Вот, ну что ж, отдохнем. В принципе, 1 золото стоит отдых у него. Теперь пойдем главным поговорим со всеми. Железо стало редкостью в последнее время, понятно. Привет, тебе случайно нигде не попадался здоровый неуклюжий тип с собачьей головой, а? С собачьей головой? Ты вроде не сглушил, да, с собачьей головой. И с дыханием, от которого краска облезает. Гиперлинг. Спальня тесная задница, ты даже таких монстров не знаешь. Двигай отсюда, тебе не будет никакой помощи. Кто это такой? Почему? Ну ладно, гнол. Так, Нашкель. Скучный год. Ой, лесоруб не работает не лень, работаю ночь, а потом сплю весь день. Окей. Доводилось слышать о неприятности в Нашкеле. Шахты, судя по всему, заражены. Да. Тебе уже доводилось... приветствую тебя. Уже доводилось слышать обо всех неприятностях, что назревает на юге? А, тебя это, по-видимому, не волнует. Не похоже, чтобы тебя интересовала политика. Думаю, ты меня недооцениваешь. Я интересуюсь политикой не меньше других. Так что там за неприятности, о которых ты говоришь? Ну, исходя из того, что я слышал, растет напряженность между государством Амн и вратами Балдура. Говорят, великие герцоги врат Балдура считают, что за всеми проблемами с железом на побережье стоит Амн. Некоторые даже дошли до того, что утверждают, будто Амн готовится к вторжению. Я думаю, это не более чем слухи, которые возникают время от времени, но кто знает. Ну, не знаю, что тебе сказать, чувак. Так, мы не продались и не скупились. А, ну да. Потому что у него он не продает и не покупает. Ладно, давайте поднимемся на 2-й этаж таверны. Подождите. Да. Что у нас тут на 2-м этаже? Ролео Винспер. Привет и добро пожаловать, путешественник.
Меня зовут Ролео, Ролео Винспер. Ни разу не видел тебя тут раньше. Быть может, ты плохо знаешь этот город, а? Я стараюсь встречать здесь всех, кого только смогу. Всегда так много историй и рассказов можно услышать. Что ты можешь рассказать о Перекосте? Что именно ты хочешь узнать? Я знаком со многими местными жителями, а также немного знаю об истории города. Есть ли какие-нибудь выдающиеся задания? Иногда я люблю пуститься на поиски приключений. Так ты искатель приключений, да? Ну, если такая задача тебе по плечу, то я слышал о странных вещах, которые творятся в руинах школы Улкастера, что к юго-востоку от города. Только на твоем месте я бы не стал туда соваться без полной уверенности в своих силах. Многие крепкие ребята отправились туда и не вернулись. Это место только для тех, кто может постоять за себя. Кроме того, я знаю, что леди Мириан долгое время ждет вестей от своего мужа. Он уже должен был вернуться из Амна, но что-то запаздывает. Уверен, она будет благодарна любым новостям. Если что, она живет на восточной окраине города. О чем еще тебе хотелось бы узнать? Каковы проблемы дня? Что за неприятности беспокоят жителей в последнее время? Подозреваю, ты имеешь в виду нехватку железа? Я считаю, что она заметно сказалась на работе местной кузницы. Тайрон прекрасный кузнец, но нынче большую часть времени он только протирает штаны на лавке. На его складе товаров по-прежнему хватает, но думаю, сейчас он подыскивает другое сырье для работы. Уж не знаю, что бы это могло быть, но он довольно искусен по части обработки экзотических материалов. Могу я еще чем-нибудь помочь тебе? Нет, спасибо. Так, что еще? Ты не был на юге? Говорят, нашли какие-то неприятности. Я уже давно туда не наведывался, так что мне особо нечего рассказать. Думаю, тебе лучше поспрашивать об этом других жителей города. Так, до свидания. Ну ладно, извини, чувак, я прям не хотел тебя грубить, но другой реплики не было. Так, что у нас здесь? Камешек. Камешек. Так, подождите. Можем ли мы вот так вот делать? Просто получим опыт 10, это же другое дело. Так, хорошо. 10 опыта, это же лучше, правильно? Чем ничего. Таким образом будем уровень поднимать, товарищи. Взлом не удался и взлом удался. Смотрите-ка, значит, все-таки можно взламывать по много раз. Ну что ж, ладно. Yes? Так, хорошо. Он нам рассказал небольшую информацию It will be done. по поводу некой леди Мириам. А давайте посмотрим, нет ли у нас задания этого. Что-то знакомое. Так, еще раз, что он там говорит? На востоке, получается, да? Леди Мириан долгое время ждет вестей от своего мужа. Он уже должен быть так. Если что, она живет на восточной окраине города. На восточной окраине города. Хорошо, заглянем. На восточную окраину... восточную окраину города. Так, восточная окраина города это здесь, получается. И, кстати, нам все равно в кузницу надо скупиться. Где-то вот в этих домах, получается. Надеюсь, если я него куплю меч, он не развалится после нескольких ударов. Искренне на это надеюсь. Что у него, по-моему, не покупали меч, я все-таки нашел где-то. Так, длинный меч.
Покупка. Так, опознать нам нужно булаву. Ошеломитель. Оружейный навык, требования сила 10. При каждом успешном ударе есть вероятность 25% ошеломить цель на 1d4 раунда. Так. Оружейный навык булава. Слушайте, а мне это даже нравится. Yes? Я бы, честно говоря, это кому-то отдал. Ты не умеешь ли у нас случайно? Умеешь ли ты у нас случайно булавами пользоваться? Топор, длинный меч, лук. Дубина, боевой посох, праща. Ну и я точно не умею. Ладно, давайте все-таки отдадим. Так. И походи пока с этой булавой. Так, я буду ходить с мечом. I stand ready. Not I a can make problem. whatever you wish Так, for а a wee теперь мы little тебя bit more продаем. than the competition. Пояс смены пола продаем. Нет, это продаем. Готово. Так, теперь мы сохраняемся. What is it this time? И изучаем все заклинания. Жемного босса. Ну ладно, а эти заклинания тогда вынесем просто на панель быстро. Боевой посох +1. Можно Джахири отдать, пускай оно будет как второе оружие. Даже нет, пускай будет вот так. Так. С посохами у нас лучше, насколько я помню, или нет? Лучше всего у нас с дубинами, да. С дубинами лучше всего, значит, вот так. Все. Снова сохраняемся. Not a problem. И, It will be done. давайте леди Мириам найдем. Где тут она может жить? Восточная окраина. То есть где-то здесь получается. Подождите, давайте вот в этот домик заглянем, если мы можем. Сюда. With ease. Yes, not a problem. Так, ладно, You're a поехали. queer fellow. Обыскивать дом. Раз это не тот дом, значит мы его обыщем gone. и воруем. Доспех. Кинжал. Всё. I stand ready. It will be done. Леди Мириам. Так, один дом обыскали. В этот дом мы можем зайти или нет? Да, With можем. ease. It will be done. Мириам. Salutations. Моему мужу пришлось срочно отправиться по делам в Амн, и я так волнуюсь за него. Мириам, всегда говорил он, кто знает дорогу лучше, чем старина Роу. Но сейчас дороги не так безопасны, как раньше, и посыльных из Амна не было уже несколько месяцев. Не сможешь ли ты быть повнимательней в своих путешествиях по южным дорогам и сообщить мне, если узнаешь что-нибудь? Конечно, супруг Мириам. Вот мы и получили новое задание. Так, ну что ж, мы пойдем все-таки What you want? обыщем. I'm gone. Воры они такие, лишь бы пообыскивать.
История избранных мистера. Всё, да? Да, ну ладно. With ease. Not a problem. Хорошо. With Так, ease. южные дороги. Ладно, ребятки, я думаю, что это все здесь. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас есть храм некий. Будем ли мы отправляться в Нашкель сейчас? Или пойдем сначала сюда, или в храм? Давайте заглянем в храм. Мне просто интересно, что здесь. Not a problem. Храм утренней песни. Смотрите, в храме никого... А, нет, это просто вход. Вот храм утренней песни. Сирена. Хилдат Ормлив. With ease. Welcome! The traveling adventurer is never turned away from a house of Lothander. Добро пожаловать! Странствующим искателям приключений никогда не откажут в доме Лотандера, ибо мы помогаем всем, кто стремится сделать королевство лучше. Если тебя измотали сражения, мы можем предложить различные восстанавливающие заклинания школы некромантии, какие тебе только потребуются. Небольшое пожертвование — это все, что мы хотим взамен. Какую помощь мне могут здесь предложить? Зелье лечения. Давайте купим 3. Лечит от болезней и восстанавливает 10 пунктов. Так. Это мы тоже закупим. Пускай будет. Все, мы как бы все деньги потратим. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим, что мы можем продать. Дубина ему не нужна. Драгоценные камни ему тоже не нужны. With Ладно, ease. давайте просто осмотрим этот храм. Поют просто. Ага, то есть просто It will мы be done. выходим с разных сторон от храма. Что ж, давайте походим тут, посмотрим, что у нас тут есть. Давайте какой-то человек, пьяница. Привет, приятель, как твои дела? Я кажется, забыл дорогу. Ну, домой. Ну ладно, неважно. Давай-ка ты лучше сюда все свои денежки. Эй, послушай, дружок, я не собираюсь отдавать тебе все свои деньги. Неверный ответ, приятель. Не надо, тебе надо было отдать деньги, как я и просил. Ты хоть знаешь, кто я? Поделись с тобой маленьким секретом. Я Лич. Да. Я владею мощной магией, а ты меня злишь. У тебя есть последний шанс отдать все свои деньги? Слушай, мужик, не собираюсь отдавать тебе свои деньги, теперь отвали. Эй, приятель, ты что, не догоняешь, а? Я сам могу уничтожить тебя своей могучей магической силой. Так что ты теперь выберешь? Смерть или чего там? Иди ты к дьяволу, старый бездельник. Эй, чего ты? Понятно. Yep, Ой. I'm gone. Yes? Ну, убили просто пьяниц. Money, И просто понизило 5. Поголовое отребье. У него был только кинжал, ребят. Go Ryan, Давайте, what наверное, have none of загрузимся. Tis shameful. Грузиться. It will be done. Welcome! The traveling adventurer is never turned away from a house of Lothander. Раз, два, три, 4, 5. Готово. Not a problem. It will be done. Перед пьяницей что он здесь делает?
А, то есть сейчас его здесь нет. Смотрите-ка, интересно. Интересно, то есть этот пьяница рандомно появляется. А, нет, вот он. Ага, смотрите, здесь какое-то другое With помещение. ease. Риша Света Блейн. Кто же ты? Неважно, иди поговори с Калдотом. Слышь, мою полынь. Кто? Hello. Нужно прикрывать дверь, а то они так сильно хлопают, что аж стулья падают. Все же прекрасный плод. Ну ладно. With ease. Смотрите, а храм-то располагается только на небольшой части этой карты. Здесь, по идее, что-то точно должно еще быть. Скорее всего, A что-то... man shouldn't speak to his better unless spoken to first. Ашин, не хочу показаться грубым, но не отойдешь ли ты от меня немного подальше? Клянусь всеми богами, я был бы рад попасть в Ватердип на следующей неделе. У тебя деловая или развлекательная поездка? Деловая, разумеется. Я не испытываю удовольствия от пребывания в этих захолустных городах. Если бы не бандиты, я бы давно уже был дома среди своих шелков. Мои собачки всегда волнуются, когда меня нет. Очень волнуются, скажу я тебе. Да что ты об этом знаешь? Здешние жители, как животные, живут в грязи, кругом бандиты, и даже приличной купальни нигде не найти. Окей, сам подошел, короче, и сам такой, отойдите от меня. Хорошо. Бурый медведь. Дружественный бурый медведь, ребята. Нет, не дружественный бурый медведь. У нас проблемы, кажется. Uh-huh. Так, что у нас тут можно наложить? Усыпление. Цветная сфера. Цветные брызги. Отображенный образ. Магический снаряд. Дружба. Доспех. Улучшенный щит хаоса. Щит хаоса. Давайте усыпление попробуем. Yes. What is it this time? Nature's servant awaits. Ранение. You're a queer fellow. You ran? Рахире пора уходить. Пора уходить. Стоп. Загрузка игры. А, и мы не сохранились, получается, да? Сохранились, ребят. With ease. Еще медведи дело серьезное. Traveling adventurer is never turned away from a house of Lothar. It will be done. With ease. В общем, смотрите, медведь на нас сам не нападал. То есть он на нас напал только после того, как мы на него, мы к нему подошли на определенное расстояние. Это хорошо, это либо здесь какое-то такое изменение, потому что раньше, я помню, медведи просто нападали и все.
Зачем я закрываю всю карту, возможно, вы спросите, да? Потому что таким образом легче понять, где я был и все абсолютно исследовал, и там уже не стоит искать, потому что в данных играх, как вы поняли, нет четкого направления квеста. Вот. В каких, соответственно, я не был, да, еще стоит обойти и поискать. Именно поэтому даже после загрузки, хотя я знаю, что как бы там ничего нет, вот, я все-таки обыскиваю снова. Хотя, в принципе, часто бывает и тот момент, когда на уже изведанных частях карты кто-то появляется. Вот. Я бы с вами сейчас попробовал еще разок этого медведика убить. A man shouldn't speak to Good his on you if better you save unless the day. spoken to first. Понятно. Хорошо. Смотрите-ка. Так, какой-то там враг был замечен. Давайте сохранимся. Что там был за враг? Какой-то лис, что ли? You're a queer fellow. Servant away. I stand with ease. Так, медведика в этот раз здесь нет. Соответственно, это рандом, товарищ. Рандом это хорошо, рандом это реиграбельность. И еще, кстати, что рекомендуется делать в таких играх, это проверять по всем краям карты, открывать, потому что неизвестно, что будет дальше. То есть, когда подходишь к краю карты и используешь типа быстрый переход, да, то появляются какие-то новые локации, которые раньше мы не знали, да, то есть, что они есть. Вот. Поэтому стоит проверять это каждый раз. Так. Что мы здесь видим? Ничего, просто какой-то... Поэтому сейчас пойдем к этому краю карты и видим Укастер, видите, вот. Хорошо. Not a problem. Еще, как вы помните, нужно держать строй. What you want? I am. Yes, oh omnipresent authority figure. I stand ready. With ease. Отлично, немножко опыта получили за убийство собак. Но, как вы заметили, дворянина мы встретили здесь уже как бы фиксировано. То есть это не случайная какая-то встреча. И, кстати, заметьте, музыка стала нормальной. То есть перестала быть проблема вот это вот с незаканчивающейся музыкой боевой. Так, а вот это уже серьезно, это волк. Пускай идет. Почему я не иду вперед? Потому что вперед не всегда имеет смысл идти. Здесь не так, как в Pillars of Eternity. Здесь, если враг за картой, за пределы вот исследованной области, да, находится, вот как вот этот волк, например, то он, соответственно, никому ничего не сделает. My blade will cut you down to size. Ready. Это что такое? Никто никого не попадет здесь? Мэн попала наконец-то. Отлично, справились еще с одним With блоком. ease. Еще получили 65 опыта. Seldom do I find so little fault with someone. I hope it lasts. Thank you so very much for your most gracious comment. Вот они там общаются между собой.
группа хоб-гоблинов, которые, скорее всего, отобрали сапоги. Давайте с ними поговорим. No fight. You fight, you die. Хихи-ха-ха, твоя не драться, твоя умирать, твоя отдать все золото и железо или твоя умирать. Простой выбор. Твоя делать, что моя говорить, или умирать. Умирать, умирать, умирать. Ни за что вам не сдамся. Так, ну, хорошо. You're here, fellow. А чего это ты творишь, Гарри? А, понял. Ты продолжаешь стрелять. А Джахира идет воевать. What you want? Сюда. Сюда. I care about you. You're a queer fellow. Падение боевого духа. Ну, смотрите, с виду довольно большая группа хоб-гоблинов, да, с которой, ну, вообще, как бы, лучше было бы не воевать, да? Но, как видите, мы с ними повоевали, и ничего плохого из этого не получилось. If none are better, Так, давайте все соберемся. With ease. Таем. Почему я забираю только мечи? Потому что мечи это единственное, что стоит денег. Броня, доспехи, они стоят по одному. О, смотрите, какой-то необычный меч. Походу это главный гоблин, наверное, был. Он, получается, всех осмотрел. Давайте проверим еще раз. Раз. Два. Три. Клепанный доспех. Все. Так, что это у нас там за меч? Двуручный меч. Вот, у нас есть один двуручный меч. Хорошо. Будем знать. И это сюда. Так, давайте, короче, Халиду отдадим все эти мечи. Пускай он им занимается. Вот, мы как бы не спешим проходить именно по сюжету бежать, да, мы стараемся не спеша играть в игру. Скажем так. Клепанный кожаный доспех у нас лучше, чем кожаный, правильно? Он класс защиты 7, а у этого класс защиты 8, поэтому мы делаем вот так. Yes. Сохраняемся. И давайте, наверное, отдохнем. Отдыхать, по-моему, наверное, клавиши. Клавиши специально на отдых. Пытаемся отдохнуть. В процессе отдыха читаются исчеряющие I заклинания. stand до полного ready. With излечения. ease. Да, все правильно. Так. Давайте уже этот... А, у нас тут у кого-то замедление. Халида, да? that's all, folks.
такое? А, этот персонаж слишком далеко. И Мэйн тоже Do you want перегружена. to tell me a story about trollops and plugtails, please? Так, а вот тут Халида надо сейчас забрать. Chia. Пару мечей. Так, With ease. снова дождь начинается. Смотрите, какая красота. Какие звуки. I know nothing more. My blade will cut you down to size. Прошу прощения, возникли некоторые сложности с видео. For the group. Yes, with ease. My blade will cut you down to size. В этот раз он даже не успел дойти. With ease. Вот так вот, встретили каких-то хоб-гоблинов. Группу. Вот, но это оказались, кстати, не те хоб-гоблины. Все это, Берегос на запад. Все это оказались не те хоб-гоблины, которые нам были нужны. Кстати, у нас болты на этом заканчиваются. By your command. Stand red with ease. Потому сейчас, наверное, поисследуем немножко и вернемся снова в Берегос, закупимся уже по полной программе. Благо, в принципе, закупиться не проблема в этой игре. У нашего главного героя половина здоровья. Ага, эти ребятки стреляют. You're a queer fellow. Ладно, пускай стреляют. Мы тоже постреляем пока. My blade will cut you down to size. I'm gone. With ease. Life is What you want? glorious. My blade will cut you down to size. Yes. This would be a good place for a move. Так, ребят, что-то мне это не нравится уже. With ease. Need a probe. Yes, sir. Красный волк, да, рву. I've done had enough of this. Uh-huh. Poor guy. Да. Печально немножко. Так, где тут наши гоблины? Ага. И... You're a queer sir. fellow. Servant away. What you want? Once more, under the breach, dear friend! Так, ребятки, ну мы так серьезно уже с вами довольно-таки про... Поэтому мы Yes, отдохнем. oh omnipresent authority figure.
Джахира. Как бы меня не восхищало твое желание идти собственным путем, но сейчас я настаиваю на немедленном отправлении в Нашкель. Хорошо. Yes, it will be done. Нашкель так Нашкель. Ладно, разберемся уже мы с этими Нашкелевцами, в конце концов. Life Yep. is glorious. I stand ready. Need of me? Есть вампирический еще волк, вот так вот. О, да тут целая стая этих волков. Смотрите-ка, все плохо. Мы по нему даже попасть не можем. Выпей ранение. Так, и моя, на тебя-то кто грызет? Yes, sir. You're a queer fellow. I Не грызьте, моя. What you want? My blade will cut you down to size. Как-то хилится, что ли, этот волк вампирический, непонятно. У меня главного убери. With ease. Вот так вот, ребята, сложно проходить Baldur's Gate. Фактически любая стычка с волками нам может составлять такую проблему. What you want? Yes, Omnipresent authority figures. Это такие собаки, это даже не ворги. I stand ready. It will be done. Ну, между тем, опыт вполне себе так идет. yep. Life is glorious. I cannot. Кстати, полностью со стрелами нормально. С болтами тоже нормально. Yes. You're a queer fellow. I stand ready. Servant away. What you want? Yes, omnipresent authority. Ну, такая вот ситуация. То есть на нас напала реально большая... А, это опять этот вампирический волк, который мы ничего сделать не можем. А, подождите, вампирический. Может быть, его можно изгнать? Нет, изгнать его нельзя. I stand ready. Жесть, в общем, сюда лучше не соваться, ребята. Давайте пока вернемся назад. Я не хочу сейчас драться с вампирическим волком. По идее, на него нужно то ли серебряное оружие использовать, то ли что-то такое. То есть, первый раз вообще встречаю такое понятие, как вампирический волк. Что-то такое невообразимое, непонятное. Так, смотрите, здесь какое-то возвышение. Оно немножко по своему рельефу отличается. Ну, хотя не намного, как казалось. Опа, смотрите-ка. Галилеус.
как-то сохранимся. Knowledge used wisely is the most powerful of tools. Галилеус. 30 градусов широты, долгота постоянно меняется, луны в сочетании с... Прошу прощения за мою невнимательность, но я уже долгое время наблюдаю за небом. И теперь меня сильно ломит шею, я не могу сосредоточиться ни на чем, что ближе к горизонту. Полагаю, такова тяжелая доля астронома. И что открыли тебе твои наблюдения? О, я не смогу рассказать тебе обо всем, что вижу. Пока это не обработанные данные, которые нужно истолковать и трижды перепроверить. Удивительно, что я еще в состоянии усваивать всю эту информацию без всяких неблагоприятных последствий. Одним словом, впереди нас ждут интересные времена. Не зная я лучше, сказал бы, что сами небеса наблюдают за происходящим с большим интересом. На горизонте зарождаются конфликты огромного значения. Ну, то есть Галилей, да? Мы с вами встретили интерпретацию Галилея в мире Forgotten Realms. Довольно интересный такой, интересная пасхалка, скажем, не знаю, как это правильно назвать. Так, я хотел подойти к верхней границе и заюзать, посмотреть, что там вверху. Ларсвуд. Хорошо. With ease. Что, посмотрим еще раз на этого вампирического волка, что с этой стороны теперь зайдем. Вот это что-то изменит, конечно. You're a queer fellow. Yes, sir. Давайте еще сейчас убейте моего главного героя в очередном слове, загрызли главного героя, которому суждено спасти мир. Нет, смотрите, не загрызли. With ease. Ладно, давайте отдохнем. Так, и вот это снова вампирический волк. Давайте What you want? I am убьем. at your service. My blade will cut you down to size. Stand ready. Need me? Not a problem. Yep. Life is glorious. Uh-huh. Yes? Nature's servant awaits. Оружие неэффективно. Халит наносит урон. А, то есть только магическим оружием, типа. Ну ладно, тогда давайте уйдем в DFS. Дарик, оружие тоже неэффективно. Так, и Мэн. То есть его может только Халит, получается, повредить. И Джахейра, наверное. А, ну хотя еще, по идее, наша дамочка может его повредить. Видите, она, кстати, бьет из второго ряда, заметьте. Ладно. Хотя и Мэйн может его магическим жезлом застрелять, по идее. Куда-то же его надо тратить, в конце концов. Ну, интересно мне увидеть этого вампирического волка и все.
Кстати, как вот интересно дела обстоят у нашего мага? Нира наносит 3 урона. А, ну Нира его тоже шатает потихонечку. Но я не думаю, что он сейчас кого-то убьет. Давайте просто подождем, пока они закончатся. Пускай 4 заряда останется. We'll be done. What you want? Не, я все-таки его, пожалуй, зашатаю. Потому что он нашего героя, вы видите, главного чуть не убил. Есть, мы его убили. 2000 опыта получили, ребят. 2000 опыта за этого волка. Просто 2000 опыта. Life Yep. Stand ready. Так, обычно же волк ужасный. Ну, ужасный, в принципе, как бы, да, он, конечно, ужасный. With ease. Ну, в принципе, неплохо. Так, хорошо. Я думаю, что нам стоит сейчас сохраниться, отдохнуть. Nature's servant Так, ну, awaits. снова мы в Нашкель хотим, да? Хорошо, но на данный момент, к сожалению, время нашей серии уже подошло к концу. Вот, поэтому сейчас я сохраню игру. Вот, это у нас 5-я часть прохождения. Вот, и я думаю, что мы будем заканчивать. С вами был Реторн. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Рекомендуйте, возможно, какие-нибудь игры, которые вы хотели бы увидеть в моем исполнении, скажем, прохождения каких игр, да. Вот. И до следующей серии.